Всем привет, меня зовут Симагина Виктория Валерьевна, я врач-дерматовенеролог-косметолог со стажем более 7 лет. И сегодня мы с вами поговорим про шок-процедуры, которые делать не надо, которые являются трендами, но при этом совершенно бесполезны. Если вам интересна эта тема, ставьте колокольчик, подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайк этому видео. А мы с вами сегодня поговорим по поводу процедуры лисьи глазки. Все социальные сети взорвались трендом про лисьи глаза. Это тот самый эффект, когда мы поднимаем наши брови вот так, взгляд у нас открывается. Но посмотрите, где сейчас эти пациенты, где сейчас лисьи глаза. Вы нигде ни у кого это не заметите. Потому что что? Потому что это неэффективно. Эффективность данной методики была низка. Почему? Потому что нить с насечками, в которую мы вставляем в одну штуку под бровь, во-первых, достаточно опасная зона, как минимум для того, чтобы инициировать туда нить. К тому же там нету подкожной жировой клетчатки, чтобы насечки где-то удержались. И поэтому, если вы не расслабляете еще свой лоб ботулинотерапией, у вас он очень активный, то, конечно же, эта нить срывается. И уже в течение месяца эффект спадает на нет. Поэтому эффективность данной методики была, в принципе, предречена сразу. И те, кто повелся на этот тренд, попробовали его и поняли, что неэффективно. Как же тогда поднять бровь, если у вас нависшее веко? Единственным самым лучшим способом является блефаропластика верхних век, потому что мы как минимум отрезаем лишнее веко, которое опущено. Вот вам открытый взгляд. Но если вы еще молодая девушка, у вас активные мышцы, то поднять бровь вы сможете такими инъекционными процедурами, как ботулинотерапия, сделать себе лоб межбровья и также глаза, и также уколоть под бровь ботокс или диспорт или ксиамин, неважно какой ботулотоксин, и вы тем самым поднимете свою бровь, смотрите, как у меня поднимается, и, собственно, взгляд достаточно открыт. Я себе колю ботулинотерапию с 23 лет, сейчас мне 30, и выгляжу, я думаю, что прекрасно. Если вы тоже так считаете, пишите комментарии. Процедуру лисьи глазки мы не делаем. Неэффективно. Поднять также нитью кончик носа. И опять-таки та же самая история, что у нас здесь нет подкожной жировой клетчатки, носик, кончик мне было очень красиво первый месяц, но потом он, конечно же, спал на нет, и эффективность данной методики, я считаю, тоже невысокая. Поэтому, если вы хотите поднять кончик носа, если он у вас опять-таки мышечный и двигается, то это можно сделать ботулинотерапией. Филлеры в эти зоны очень опасны и могут привести к необратимой слепоте. В данной зоне мы используем только ботулинотерапию или опять-таки отправляемся к вашему пластическому хирургу, потому что это та зона, которую не вся косметология может исправить. Какие процедуры также еще неэффективны? Смотря какие у вас ожидания. Многие считают, что делая массаж лица, вы получите кардинальный лифтинг. В косметологии существуют разные аппаратные методики, нитевые технологии для того, чтобы поднять овал лица. И даже несмотря на это, люди после масс-лифтинга, нитевых технологий обращаются к пластическому хирургу. Это говорит о том, что даже такие серьезные инвазивные аппаратные процедуры не доводят результата до конца, бывает, в каких-то случаях, когда у нас уже 3-я, 4-я стадия птоза или это очень возрастной пациент. Что говорить о массажах, собственно, которые не проникают глубоко, которые никак не подтягивают и никак не стимулируют выработку коллагена или как-то подтяжка не происходит. Поэтому думайте сами, но эффективность массажей, я считаю, только направлена на то, что вы можете хорошо расслабиться и просто получить какое-то эстетическое наслаждение, находясь на какой-то спа-процедуре. Чтобы понять эффективность процедур в косметологии, какие вам подходят, какие вам не подходят, в каком возрасте начинать делать, сколько по количеству, какие препараты, вы можете задавать мне личные вопросы на консультациях онлайн. Напишите мне в социальных сетях, запрещенной сети Instagram или WhatsApp моему администратору. И мы обязательно запишемся на онлайн-консультацию по вопросам, которые вас беспокоят.
Вообще эффективность процедур зависит от многих факторов. Как минимум, сколько вам сейчас лет, какие вы процедуры делали до, помогали ли вы своей коже как-то, или вы решили, ничего не делали до 50-40 лет, и тут решили экстренно себя регенерировать. Вот поэтому от этого много чего зависит. Почему я говорю, что лучше начинать вовремя и делать вовремя какие-то процедуры, потому что впоследствии, когда уже какие-то морщины сформировались, допустим, на лбу и на межбровке, то их разгладить практически невозможно. И поэтому, когда мы профилактируем какие-то возрастные изменения, это намного эффективнее, чем когда мы уже внедряемся там и делаем в опасных зонах заполнения, потому что лоб является опасной также зоной для заполнения филлером. Поэтому ботулинотерапия, которая сделана в определенном возрасте, и вы делаете ее на постоянной основе, приведет вас к тому, что в 40 лет у вас будет подтянутое лицо без морщин. И поэтому эффективность процедур зависит от того, в каком возрасте вы их начали делать, что вы делали до этого, какие процедуры, какие препараты. И вообще, в принципе, это ваши индивидуальные особенности строения и типа кожи, строения вашего черепа, также генетические предрасположенности. Вы можете посмотреть на своих мам и увидеть, какой у вас тип старения. И комбинация всех этих факторов играет роль для того, какая вам процедура эффективнее. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию, пишите комментарии, ваши вопросы, для меня это очень важно и ценно, отправляйте, репостите своим подругам.